она может продать все, что угодно и кому угодно. Первый раз, когда я отказала. Кругом пар, кипяток воняет, то вы увидите это, вы испугаетесь. 7000 рублей в кармане. Мы Артему возьмем квартиру. Черные риэлторы, по щелчку все произошло быстро. Меня познакомили с итальянцем, он сейчас работает на Андре Бачелли, на известных самых мишленовских поваров. Аракчеева решает. Артем, привет! Я рада тебя видеть в нашей студии. И спасибо, что нашел время к нам прийти в гости. Мы с тобой знакомы уже не первый день, и у нас не будет с тобой формата интервью. Мы с тобой просто поговорим и вспомним про то, как мы с тобой познакомились и как мы это сделали. Купили тебе новую квартиру. Я немножко знаю твою историю и твою судьбу, и хотелось бы более подробно поговорить, собственно, что побудило москвича продать квартиру в Москве и уехать на край географии, в Московскую область. Но так получилось то, что это где-то был, наверное, 2002 год, и у нас, типа, умирает отец. Ну, Так. мой отец умер, То есть ты и совсем был маленький тогда? да, То есть тебе да, было лет 5-6. лет 5-6? Так. Вот, и после того, как он умирает, у мамы сразу появляются какие-то знакомые, черные риэлторы. То есть прям черные риэлторы. То Ну есть да, поподробнее, что произошло? да. И получается то, что после того, как отец умирает, где-то буквально в течение месяца происходит, ну там, ну как бы я был маленький, я особо не понимал, то, что собирают вещи, сумки, там все вот это. Вот, и в течение этого месяца, пока это все происходило, ну, как я сейчас понимаю, да, там м, документы, вот это все, как там, подписывали, вот. И через месяц мы переехали в Серпухов О, уже, то есть да. после смерти отца буквально Да, в это течение буквально месяца произошла продажа вашей вообще квартиры. прям так вот по щелчку все произошло быстро, Понятно. Вы уехали с мамой в Серпухов. да. Но расскажи, как там проходило. То есть, по сути, твое детство и твоя молодость проходила в Серпухове. Это даже не Серпухов, это за Серпуховым. Да, это еще дальше, то есть там город, основной Серпухов, и еще от Серпухова километров, сколько там, километров 20, это еще Километров два. поселок там, Да, да. да. Ну, мы с тобой были в этом поселке. То есть там у вас была однокомнатная квартира, Ну, и 20 квадратов, даже меньше, наверно, 15 даже. нет, нет, не 15, мы же с тобой ее продавали. Она была в районе 25 квадратных Ну метров. да, 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 это квартира, такой 20-25. формат бараков. Мгм. Вот, и вы туда уехали. Ну хорошо, про квартиру мы с тобой немножко позднее поговорим. Расскажи, как проходило твое детство. И И вообще, как ты снова оказался в Москве? ну, это такой путь долгий был. Ну и все. И после того, как мы туда переехали, то есть, ну, я еще понятно, то, что маленький, я особо не понимаю, то есть не осознаю, почему переехали. Вот. И как бы все, вот я там рос, мама постоянно на работе, я там сам по себе с ребятами на улице. Какое было основное увлечение детворы вот в вашем поселке? Ну, какие-то разборки, постоянные драки, гулянки, пьянки, типа Даже такого. пьянки? Ну, Ну-ка, раскрой нам тайну, с какого возраста ты начал приобщаться к этому ну, лет с 13, наверное. лет с 13? Да, уже начал Слушай, курить, выпивать. да. Ну, а мама как-то занималась вообще твоим воспитанием? Но мама постоянно работала, то есть она приходила вечером домой поздно. Вот. Ну, как бы мы с ней нормально общались, но прям чтобы воспитание такого, как бы, М, да, то есть, ну, как бы она ругалась, там, да, говорила, что можно делать, что нельзя. То есть я так понимаю, что в Но в школе ты таком был такой возрасте, мальчиш-плохиш, ну да, да, да? да. То есть с Егоровым не дружить, он, ну, типа, бандит. То есть, Бандит, понятно, бандит. Вот смотрю, ты, ну какой ты бандит. Понятно. м.
Значит, когда вся эта история случилась, когда вас переселили, из Москвы вот, в этот Серпухов, Мгм. так как ты был маленький, я, ну, как бы поясняю зрителям, эту квартиру в Серпухове оформили, на Артема. То есть там была небольшая доля мамы, потому что, проходило все это через опеку, и, в общем-то, по сути, это уберегло, как бы Артема от потери, последней недвижимости. Почему ты там не остался жить? Но после того, как я закончил школу, я пошел в колледж учиться на повара. Это там же, в Серпухове? Да, Так. вот. Но я уже к тому времени понимал то, что, ну, естественно, я один, как бы мама постоянно на работе, мне тоже надо уже начинать работать, как бы зачем-то заниматься. Но а, я не сразу это осознал, то есть я какое-то время еще там, пока учился дома, ну, пока в колледже учился дома, еще пока сидел, там какой-то фигней страдал постоянно. Ну вот. А потом уже понял то, что надо работать, как бы уже последний курс был, то есть надо как-то зарабатывать, что-то делать. Вот. Ну, у меня была девушка знакомая из Москвы, то есть мы с ней встречались, я к ней каждые выходные приезжал. Так. Вот, каждую субботу, воскресенье я к ней ездил. Но это как бы меня тоже немножко так смотивировало, чтобы переехать в Москву. Ну и в Серпухове там, ну, вообще ничего нет практически. И мне хотелось как-то развиваться и Ну, в как-то общем, расти. я правильно понимаю, что, все твои, как это, одноклассники, ну, не все, но большинство, Да. они где сейчас? Да половину кто пьет, кого нет уже в живых. Ну, то есть, как бы Да. уже ушли в мир иной. Понятно. Ну, то есть, по сути, там никакого развития в Вообще этом поселке не никакого, было. да. Что тебя триггернуло, вот эта вот история, да, когда ты просто в один момент собрался и уехал в Москву? Поясню. Значит, 7 000 рублей в кармане. Артем собирается, принимает решение и уезжает в Москву. Он за 6 000 рублей снимает себе на месяц хостел, и у него в кармане остается 1 000 рублей, как, соответственно, прожиточный минимум. Устраивается на работу, и, в общем, с этого идет его новая история. Давай мы вернемся к этому моменту. Куда ты устроился, и как пошла дальнейшая твоя как бы карьера и твой жизненный путь? Ну вот, когда я уже закончил колледж, я еще какое-то время отсиживался дома, не мог определиться, что мне делать. И потом я увидел в газете объявление, то, что требуется повар блин-опек в Теремок. Так, Это такая сеть ресторанов. знаем. Вот. И там как раз было написано то, что оплачивается после стажировки, ну, после того, как обучение там проходишь, там оплачивают компенсацию за обучение, потом еще и проезд оплачивают, жилье, то есть хостел. Вот. И все, я поехал туда. Понятно, то есть ты не колебался, ты Прям принял сразу решение прямо поехал. здесь и сейчас. Да, еще поехал сразу. Причем у меня там, по-моему, даже денег не было, на электричке Зайцем проскочил. Это было, локация у них находится, центральный офис, это парк культуры. Сразу еду туда. Это я только колледж закончил, у меня даже опыта не было, стажа. Ну, понятно. Вот, То есть ты приезжаю. принял решение действовать, как это, быка за рога. Да, и я туда приезжаю, вот, здравствуйте, я только закончил колледж, еще там где-то проходил практику, это там столовая там Ну, местная. понятно. И они мне, ну, спрашивают, задают вопрос: вы готовы сюда переехать? Потому что вы иногородний. Я говорю: да, я готов. И все. И мне говорят то, что, ну, давайте мы на вас посмотрим. У них есть в Царицыно школа обучения, то есть они обучают там, предприятие у них. Вы туда приезжаете, и как раз мы уж там все это решим. Сколько А, тебе лет было? Давай так. Ты закончил колледж, сколько там, 18-19? да, 18-19. То есть, по сути, ты еще вот прям совсем-совсем Да. молодой-молодой, принял решение, что пора уже отрываться там от мамы, от вот этого непонятного городка и, соответственно, покорять столицу. Так, хорошо. То есть какое-то время ты проработал в теремке. Ты жил вот в этом хостеле и каким-то образом начал строить свою карьеру. Ну, ты сейчас не работаешь в теремке, и я знаю о том, что ты сейчас обладаешь такой, ну, наверное, редкой профессией сыровар.
Да, и работаешь, там, в одном известном ресторане, на производстве. Собственно, оттуда я тебя знаю. Как ты попал туда и почему? То есть кулинарный техникум и сыровар или сыродел, как правильно? сыровар. Сыровар. Вот расскажи нам вот этот вот путь, каким образом ты попал вот в это направление. Ну, после того, как я отработал в теремке в течение 2 лет, то есть мне захотелось чего-то большего, больше зарабатывать, что-то новое. И я увольняюсь оттуда, и на HeadHunter как раз вижу вакансию помощника сыродела. Так. Я начинаю звонить туда, мне говорят: да, здравствуйте, приходите, это метро Киевская, еще тогда там ресторан Итали был, франшиза международная. Итали, да, знаем такой ресторан. Вот. И все, и как раз я туда пришел, меня познакомили с итальянцем, то есть он вообще на русском практически не разговаривает. Так, так, как звали этого итальянца? Джакомо. Джакман? Джакомо, Джакомо? да. Так. Вот. И все, и как раз мне все понравилось, но для меня было очень странно, дико, потому что там кругом пар, кипяток, воняет, ну, как мне казалось, воняет, Да. резкий запах молока. Вот, но я решил попробовать. То есть это было производство? Да, То есть там прям производство при производство, да, ресторане? прям внутри ресторана. То есть там было очень много производств, ну, вот и одно как раз и сыроварня. И мне это очень понравилось. Ну, для меня, конечно, первое время было очень странно, дико. И где-то на протяжении года, то есть сразу там, ну, не разрешают варить сыр, прикасаться То к есть ты был молоку. таким Да, подмастерьем? да, то есть это мыть оборудование, цех, котлы, полы и все остальное. И когда уже практически год прошел, я говорю: Джакому, пожалуйста, я хотеть тоже варить сыр. Он говорит: Артем, не можно. Что делать? Говорить то, что я делаю. И я пошел уже к руководству. Я говорю: я уже работаю у вас год, я хочу дальше развития, да, как и материально, так и сыроварение. Вот. И после этого где-то еще пару недель я помогал, помощником был, и потом как бы меня уже начали подпускать к молоку, а, потихоньку участвовать в процессе изготовления сыра. Вот. Потом еще я год где-то отработал и понял то, что нет больше развития. Нужно развиваться, больше зарабатывать, как бы уже на тот момент как бы мне уже не хватало денег. И все, я потом опять оттуда, ну, точнее, я оттуда потом уволился, пошел опять на кухне поработал, понял то, что это не мое, я хочу опять варить сыры. И после того, когда я уволился с кухни, у меня есть знакомый, который меня отправил на практику с одним очень известным шеф-поваром Мирко Калдина. Вот, Так. практиковаться у него там в течение 2 недель. Там у нас была паста, пицца, фокаччо, такие вот То есть, итальянские блюда. то есть ты прикоснулся прям вот Да, как-то к Италии, да, ты имел возможность получить вот этот бесценный опыт. да. Артем, ты знаешь итальянский язык? Ну, нет. А как вы общались? Язык Жест. жестов. Понятно. Ну да, язык жестов это такой международный язык, который, как говорится, язык до Киева Да, доведет. ну то есть какие-то слова простые там на итальянском что-то, ну, как бы говорил, вот, чтобы общаться. Ну, и как бы мы с ними общались там полуитальянский, полурусский, полуанглийский, жесты. То есть, ну, достаточно легко. Уже потом понимаешь, он только это что-то говорит, ты уже понимаешь. Понятно. Пожалуйста, что делать? Не можно. Так, М, смотри, ты занимался Сыроварением, сыроварением, да, занимался пастой. да. Паста, Итальянская кухня, итальянская кухня, да. понятно. Вот. И после того, как я прошел практику Смирка в течение там 2 недель, началась пандемия. И все как раз 20-й эти год. рестораны практически позакрывались. И Мирка уехал обратно в Италию. Он сейчас работает на Андре Бачелли, на известных самых мишленовских поваров, там очень такие. Вот, он уезжает в Италию, и все, и я тоже увольняюсь с этой работы, потому что всех позакрывали. И сижу дома Ну, 2 месяца. 2 месяца. Так. Да. И потом, когда уже начали заканчиваться накопленные деньги, также продолжаю жить в хостеле.
Вот. Я устраиваюсь опять на производство с сырами. Понятно. Это там, где ты сейчас работаешь? Нет, это на Кутузовском проспекте. Вот, там начал варить сыры, потом опять какое-то время там поработал, доработался до начальника производства. Потом я опять увольняюсь. И когда я там работал, познакомился с итальянцем Андре Мараско. Так, А, мы раскрыли, все коды, пароли и явки. Так, И потом Андре знакомит меня с школой сыроделия Олеси Шевчук. так, известная личность. Вот. Ну, конечно, для меня было немножко странно, как бы непривычно, дико работать на маленькие сыроварни на собственников, да, то есть вот, потому что я работал в основном на больших предприятиях, вот, но я как-то первое время немножко боялся, Грустил. да, а потом как-то я с ней сработался, она очень крутой человек, очень, Да-да, Олесь, я подтверждаю. очень легкая, приятная, ну, то есть таких людей я еще как бы не встречал, ну, то есть она, и все, ему вот уже третий год будет как раз мы с ней Понятно. Ну, вместе. собственно, еще раз поясню, что написала мне Олеся, говорит, нашему сотруднику нужна помощь по недвижимости, дам твой контакт. Я говорю, «Ну, конечно, давай мой контакт». И тут пишет мне Артем о том, что Наталья, мне нужно продать квартиру в Подмосковье. Ну, Подмосковье понятие растяжимое. М, а, Когда он скинул всю информацию, что за объект, я поняла, что дело швах. Но представьте, это рабочий поселок кирпичного завода, двухэтажный одноподъездный дом, деревянные какие-то там перекрытия непонятные, и в квартире практически отверстие в наружной стене. Ну, то есть я не знаю, как там жил Артем, и вообще, как там живут люди. В общем, я, наверное, первый раз, когда я отказала, я сказала: «Артём, тебе проще найти риэлторов там, на местности, тебе это будет, гораздо, скажем так, дешевле, ну и, наверное, проще». Вот. Артём, что тебя сподвигло все таки Мгм. вернуться ко мне? Но когда Олеся меня как раз, ну, сказала то, что у тебя, да, такая, типа, нелегкая ситуация, да, и как бы с этой квартирой нужно что-то решать срочно. Да, а почему? Да, Вот. вот вопрос, Она говорит, почему? как бы я тебя познакомлю с Натальей, она может продать все, что угодно и кому угодно. Ну, как бы я немножко э, постоянно все время этот звонок откладывал на потом. Потом. А Олеся меня постоянно спрашивает, типа, ты позвонил Наташе? Я говорю, нет, потом. Она говорит, нет, стоп. Сейчас ты, вот прям сейчас берешь телефон и набираешь при Вот мне. оно как было. И я такой, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ну хорошо, да, ты мне примерно, то есть первый звонок был где-то в 22-м году, вот где-то осенью или ближе к зиме. Скажи мне, какая твоя цель была продать эту квартиру? Какие у тебя дальнейшие мысли были? Продать эту квартиру и как бы все получить деньги. Но как бы квартиру тоже достаточно сложно, ну, чтобы её продать. Я думаю, я вообще, конечно, в это не верил, что ее можно продать. Ну, ты, Вот. ты знаешь, когда я увидела эту квартиру, я тоже сомневалась. И я не надеялся на то, что мы ее продадим, вы ее продадите. И дальнейших каких-то мыслей у меня не было. Ну, типа, деньги получил и все. Но и в тот же момент, как бы, просто продать и потратить деньги — это тоже не вариант. Но я поясню. Мы с Артёмом договорились следующим образом. Когда он мне позвонил очередной раз и сказал: «Наталья, я все таки принял решение, давайте продавать, и неважно, сколько это стоит квартира, моя задача ее просто продать». И тогда я сказала следующее: «Артём, хорошо, значит, с тебя организация показов этой квартиры», потому что на тот момент жил арендатор, ну, он жил даже не за арендную плату, а просто за проживание. А с нас организовать рекламу и, соответственно, сопровождение сделки. На тот момент мы оценивали квартиру примерно 500 тысяч рублей. Ну,
То есть повторюсь, что там квартира это было сложно назвать, это был объект по документам, реальное состояние квартиры было просто ужасное. И я пообещала о том, что я лично съезжу с Артемом туда, за Серпухов, сделаю там фото, посмотрю объект с тем, чтобы мы понимали, отвечая на звонки, что за объект, как он выглядит и что мы, собственно, продаем. Конечно, когда я приехала туда, я ужаснулась. Таких объектов на моей практике не было. Но мы с этим справились. И вот то время, когда мы ехали, то есть мы примерно 2 часа, да, с тобой ехали в один Был конец. снег, Был метель, снег, метель, ураган. да, сугробы. Я помню, что мы, когда подъезжали к дому, у меня даже небольшой такой страх затаился. Думаю, вот я сейчас как здесь сяду на пузо своей машины, и что мы будем делать в этом поселке? Но я еще переживал, когда ну, как бы Олеся мне сказала то, что вы занимаетесь только элитной недвижимостью. Вот. И когда я думал то, что вы увидите это, вы испугаетесь, да, и скажете: "Нет, я, типа, не подписываюсь под это". Но, то, что Олеся сказала, что мы занимаемся элитной недвижимостью, ну, это не совсем правильно, потому что мы занимаемся разной недвижимостью. Вот. Но, конечно, эта квартира была для нас вызовом. И, надо, отдать должное, что мы ее продали буквально за неделю, да, Артем? Да, Да. очень быстро. Мы выставили эту квартиру, вот порядка, наверное, 550 тысяч рублей. 550 тысяч рублей мы объявили за эту квартиру. В итоге, когда поняли, что у нас просто вот шквал звонков, мы смогли поднять там 800 или 850 тысяч, я сейчас не помню. Там Ну, где-то 900 было, по-моему. даже под 900 тысяч. Ну, то есть мы практически там в полтора раза, даже чуть больше подняли стоимость этой квартиры, что было, собственно, неожиданным, приятным сюрпризом для Артема. Вот. Но проблемы у нас оказались не продать квартиру, а подготовить документы, потому что в этой квартире был прописан Артем. И естественно, мы должны были выписаться, то есть Артем должен был выписаться до сделки, и вот здесь у нас М, поджи как это, поджидал нас сюрприз. Артем, расскажи. Ну, то На есть, перед тем, как продавать квартиру, мне нужно было куда-то выписаться. Конечно, это было условие сделки. И, как мне казалось, что я сейчас, типа, попрошу своих родственников. Чтобы они тебя прописали. Но мы с тобой Да. раньше проговаривали это, Артем. Будет ли у тебя куда выписаться? Потому что я понимала, что это твое, ну, как бы единственное жилье, и тебе нужно будет куда-то выписаться, то есть не в воздух. И тогда Артем обратился к своим родственникам и получил полный отказ. Полный прям. Даже потом, телефон не отвечали на мои Не звонки. отвечали на твои звонки. Но так бывает, квартирный вопрос испортил людей. Я тогда вообще прям сразу просто на панику сел. Не знал, что делать в этой ситуации. Но вот так вот. Но, в итоге мы этот вопрос решили. Все таки мама со своим, новым испечённым мужем, тебя прописали, сделали тебе регистрацию. Она, кстати, у тебя закончилась, ты сказал мне буквально перед, эфиром. Квартиру мы продали. Но для меня, как человека, который, старается, помочь людям и решить вопросы, Артём, ну, чуть старше моей дочери, и у меня такая, материнская забота. Ну, как Артём продаст единственное свое жилье, даже такое ветхое? Как он дальше пойдет в эту жизнь, и как он будет, где он будет жить, и как он будет покупать себе квартиру? И тогда мне, пришла, сразу мысль в голову о том, что, мы Артему возьмем квартиру. Артем работает, у него профессия, он получает зарплату. И, в принципе, платить, за ипотеку, ну, на мой взгляд, не составит никаких сложностей. И тогда я сказала Артему, когда мы уже, проавансировали квартиру, мы уже были практически как бы в сделке, я задаю Артему очередной вопрос. Еще раз: "Артем, что мы будем делать с деньгами?" И что Артем ответил? Не знаю. "Не знаю". Да. А что с ним? Ты мне тогда сказала: "А что с ними делать?" Ну, может быть, съезжу в отпуск. Да, у меня была такая мысль, типа, то, что маленькая сумма, и с ними ничего, ну, нельзя сделать, как потратить или вот съездить в отпуск. Понятно. Но, я Я не думаю, что да они прям бы ушли Они бы максимально просто быстро. бы, да, Так они, вот. растаяли, да. И тогда, я сказала Артему: "Артем,
Я знаю, что мы с тобой сделаем с этими деньгами. Мы тебе возьмем квартиру в ипотеку. Я сразу в отказную пошел, Почему? испугался. Ты испугался, чего именно? Ты испугался Ну ипотеки или ты испугался решения, что за тебя решили? Вот, расскажи свои ощущения, что было, на твой взгляд, не так? но, как я знаю насчет ипотеки, то, что вот, все запугивают, это ты будешь постоянно платить, постоянно без денег, ипотека — это большая финансовая нагрузка. Вот. Я сомневался, а смогу ли я платить ежедневно, Не ежедневно, точнее, ежемесячно. ежемесячно стабильно. Ну вот, у меня еще до этого была очень плохая кредитная история. Я был в черных списках. Как-то по молодости взял телефон, за него не платил, Ну, попал в такой черный список, безответственный. да. И я испугался и сразу начал идти Попятна, на... попятна. Но, если честно, я не помню, вот сейчас И вот тех сопротивлений, вот прям таких кардинальных. Вот, потому что моя задача была тебе пояснить и рассказать о том, что ипотека — это всего лишь инструмент. Ты сейчас живешь где? съемно. В съемной квартире. Ты допускаешь мысли о том, что ты не сможешь завтра заплатить за съемную квартиру? Нет. Вот, понимаешь? Но вы до меня правильно донесли, и вообще не только насчет ипотеки, и много жизненных других моментов вы мне правильно объяснили. И как бы, я реально не хотел брать ипотеку, я боялся. И еще вы очень как-то давай быстрее, давай возьмем тебе ипотеку, чтобы у тебя было где жить, чтобы у тебя было будущее. И как бы вот этого быстрого а, движения, да, я испугался. Был не готов к Не этому. готов, Не да. готов. Очень быстро, очень все резко, и я как бы и боялся, и не мог в это поверить, то, что вот так вот может произойти. Ну, как то, что есть такие люди, которые вот так вот. Аракчеева решает. Да, как бы я реально испугался. Да, но, когда я дала полный расклад Артему по объекту недвижимости, который он может приобрести, и, это станет его практически как бы, ну, фундаментом и опорой, у него возражения, все отпали. То есть мы купили квартиру в ипотеку с ремонтом, с мебелью и техникой. То есть ты просто в эту квартиру войдешь с личными вещами. Это квартира от застройщика, не будем пиарить, какой застройщик, ровно прям за МКАДом в районе Хлебникова в 25-м году в марте. То есть буквально осталось чуть больше полгода, Мгм. когда ты получишь ключи. Мы смогли взять это а, по господдержке, то есть у нас ставка там вообще копеечная, порядка там, по-моему, 7%, да? 8. Чуть меньше, 7,7%. Да, что такое. И плюс мы взяли ипотеку траншами. То есть у тебя платежи до ввода дома в эксплуатацию составляют сейчас 18 тысяч рублей. Скажи мне, пожалуйста, 18 тысяч рублей в твоем бюджете а, имеют большое значение? Нет. То есть ты ощущаешь, ты боишься эту ипотеку? Сейчас нет. После того, когда вы мне объяснили и объяснили, как правильно этим пользоваться, то, что это инструмент, и не нужно бояться, и не нужно никого слушать, кто бы мне что ни говорил, потому что все мои друзья такие: ой, ипотека, да ты будешь всю жизнь это платить, останешься без трусов и так далее. Ну, после того, как я пообщался с вами, мое мнение поменялось. И 18 тысяч, отдавая ежемесячно, как бы, я их, Ну, ты помнишь, да, когда я тебе всегда говорила, что надо не не экономить, экономить, а надо больше зарабатывать. зарабатывать, да. Вот. Ну, и я знаю о том, что с того момента, как мы купили с тобой квартиру, ты значительно приумножил свои доходы и повысил квалификацию. Да. То есть у тебя ну, как бы, да, цель, как это, вижу цель, не вижу преград. Вот. Поэтому я на самом деле очень рада, что мне удалось а, поработать с тобой, поработать вот именно вот с таким кейсом, потому что, ну, как бы продать квартиру в Москве, там, без каких-либо там
нюансов. Это гораздо проще, чем порешать вот такой кейс, как у тебя. В заключение хочу сказать следующее, что ты большой молодец, что нашел в себе силы ам, выйти вот как бы из этого болота, развернуть свою жизнь совершенно вот на 180 градусов. И я думаю, что я уверена в том, что мама твоя, несмотря ни на что, она тобой гордится. И, конечно, квартира в наше время это залог, скажем, такого спокойствия, а, там, успеха. Ну, не у каждого есть квартира, Да. вот, а у тебя она есть. Артем, огромное тебе спасибо, что ты нашел время и пришел сегодня ко мне в студию. А с вами была Наталья Ракчеева и подкаст «Ракчеева решает». Подписывайтесь и будьте со мной на связи.